Шановні, доброго дня. Решил вам сегодня с другом Кокосом сделать тортик такой быстрый, салтеповский. Он делается, грубо говоря, 50 минут, максимум 55. Но хочу небольшую историю рассказать, какая у меня произошла. Говорят, у чихуахуа, вот у этого волкодава, слабые желудочки, то нельзя, все нельзя, и там, практически ничего нельзя. Смотрите, я занес, у нас мороз 14 градусов, занес с летней кухни калоши зимние. До хозяйства ходить там холодно. Вот смотрите, что произошло. Выев 3 дня назад. Собака со слабым желудком. И вот 3 дня полет нормальный. Ходит в туалет, все. А говорят, слабые желудки. Я сел чай пить. Он сидит, скулит, выпрашивает. Говорю, это лимон. Я лимон кусочек отрезал. Взял такой с ноготок кусочек отрезал. Обычно от цитрусовых животные текают. А этот съел и еще облизывается. Собака со слабым желудком. Это волкодав. Он ест все. Даже хрен. Перекапывал огород. Хрена кусок ухватил, съел хрен. Вот как вы ему скажете, что это собака со слабым желудком? Ладно, не буду вас отвлекать. Давайте приступим к приготовлению тортика. Что нам для этого понадобится? Так, шановні, дивіться. Нам понадобится 2 яичечка, кефир, сахар, растительное масло, разрыхлитель, ваниль, мука, какао. Что мы делаем? Высыпаем в муку щепотку соли. Наше какао надо просеять. Оно у меня так немножко скомковалось, так что я просеиваю. Ванилин так же само всыпаем сюда. Распушивач. Смотрите, у меня распушивач на 750 грамм муки. Значит, я делю половину. У меня в граммах, если взять 15 грамм, значит где-то 8 грамм я добавил распушивача. Это все перемешиваем. Вбиваем 2 яичка. Взбиваем наши яички. Минутку-полторы взбили, добавляем наш сахар. И взбиваем дальше. Минутки 2-3. Вливаем наш кефир. Взбили до пышности, добавляем растительное масло. Взбили и начинаем добавлять нашу мукичку.
Я добавляю в 2 присеста, в 2 прихода. Я не знаю, как правильно. Я сейчас вот смешаю, а потом еще перемешаю миксером. Все, и добавляю оставшуюся муку. Я вот взял один венчик, снял и одним венчиком еще перемешаю. Все, тесточка наша готова. Подготавливаем форму и сразу включаем духовку на 180 градусов. Пускай разогревается. Тены вверх-вниз. Так, смотрите. Забыл показать, какое тесточко получилось. Видите? Оно такое, след оставляет. Все, устелили форму. У меня 24-я форма. Диаметр. И заливаем тесточко наше. Все, вот разровняли. Взяли вот так, пару раз стукнули. Крутанули вот так. И ставим выпекаться. «180 градусов 50 минут». Раньше, чем через 35 минут, пирог не открываем, а то и 40 минут. Потом только проверяем шпажкой, чтобы шпажка выходила сухая. Ждем. Так, шановні, для крема нам понадобится молочко, сахар, крахмал. У меня уже это все смешано. 2 яичка, масло, экстракт рома. Что мы делаем? В кастрюлю с толстым дном выливаем наше молочко. Добавляем экстракт рома. Нету, значит, ванильки. Тут не имеет сильно такого большого значения. И ставим на плиту. Нам нужно, чтобы оно до закипания. Не дать закипеть, но довести до закипания. Сахар и крахмал смешиваем. Вот, смешали, видите, такая получилась. Сахара 100 грамм, крахмала 40 грамм. 2 яичка, масло 180 грамм. Молоко 500 грамм. Берем 2 наших яичка, вливаем в посуду. И взбиваем венчиком до легкой пышности. Вбили. И в 2 приема всыпаем нашу смесь сахара и крахмала.
Взбиваем до полного растворения сахара. Минутки 3-4. У меня сахар мелкий. Вы же можете взять сахарную пудру. Не имеет значения. Просто это будет быстрее. Так, все. Теперь идем до печи варить наше молоко. Так, шановні, включаем огонь. У меня средняя конфорка. Пламя среднее. И доводим до кипения. Не кипятим, а доводим до кипения. Помешиваем, чтобы наше молочко не подгорело. Смотрите, молочко начинает паровать. Значит, вот оно закипит. Шановні, дивіться, пошла пенка. Вот-вот закипит. Все, отставляем. И идем до столу. Смотрите, выливаем грамм 300 молока в яичную жидкость. Не все молоко. И помешиваем. Все вылили, замешали. И теперь нашу жидкость яичную выливаем обратно в кастрюлю с толстым дном. Постепенно и перемешиваем. И ставим обратно на плиту. Смотрите, поставили на плиту, огонь чуть ниже среднего. И даем ей закипеть. Масса должна наша загустеть. Даем, чтобы сработал крахмал. Масса сейчас наша начнет густеть. Вот уже слышно, что она начинает густеть. Я еще чуть-чуть пламя убрал. Вот дивіться, как оно начинает густеть. Видите? Я даже чуть-чуть приподниму. Вот она должна свернуться прямо. Вот, видите? Такая вещь получилась. Она у нас практически закипела. Что мы делаем дальше? Убираем с плиты. Выключаем наш газ. Или электричество. Ну, у кого что есть. Берем венчик. Нужно сделать, чтобы смесь стала однородной. Ну, так сказать, немножко взбить ее. Вот такая должна стать пластичная. Видите, наша смесь стала без комочков. Включаем опять наш газ. И даем ей еще секунд 30-40 прогреться, чтобы ушла лишняя влага. Вот, смотрите, закипел наш крем. Начал бульки, видите, выдавать. Убираем лишнюю влагу. Все, наш крем готов. Пошлите, покажу, что делаем дальше. Берем наш крем и высыпаем в тарелочку.
Берем пленку и накрываем наш крем в контакт с кремом. Все. И даем ему полное остывание. Все, сейчас как остынет, я включусь. Так, шановні, вот такой у нас пирог получился. Значит, верхушечку мы срезаем. Она нам на крошку пойдет. Ух, как он пропекся, а? Бачите? И теперь нам надо его разделить на 3 коржа. Раз. Все. Режем. Все, я сейчас разделю и включусь. Так, шановні, берем 180 грамм масла и взбиваем его до бела. Масло должно быть тепленькое. Я имею в виду мягкое. Теперь добавляем сюда наш крем. Частями. Я так добавляю за 3 раза. И смешиваем с маслом. Добавляем еще часть. Добавляем 3-ю часть. Когда будете смешивать, чтобы масло и крем были одинаковой температуры. Ну, хотя бы приблизительно, не то, что градус в градус. Чтобы крем не отслоился. Что делаем дальше? Смотрите. Ставим досточку. Ставим кольцо. Это для удобства. Вы можете этого не делать. Можете так просто намазать. Но я сделаю так. Облаживаем здесь пергаментом. Так, смотрите, я сделал вот так. Что делаем дальше? Берем кондитерский мешочек и накладываем сюда наш крем. Смотрите, я наложил в пакетик, завязываем его, закручиваем и выдавливаем. Я делаю так.
выкладывают третий слой. Все, крем у нас весь ушел. И теперь выравниваю эту сторону. Он у нас лег везде по краям. Дивіться, вот выровняли. Берем обрезки нашего пирога. И нам надо их измельчить в крошку. Сейчас я измельчу и включусь. Смотрите, вот я в крошечку перетер и засыпаем наш тортик. Я вот так слегка чуть-чуть придавлю, чтобы оно чуть в масло вошло. Легонца. Все, и отправляем его в холодильник часа на полтора. Потом покажу все. Шановні, дивіться. Вот такая шняга у нас получилась. Давайте ее разрежем. Вкусняшечка, так сказать. А? Шняшка яка. Я так по-деревенски. Я даже не знаю, как его взять. А? А? Крем вообще безумно вкусный. Я вам рекомендую это сделать. Я как культурный. Знаете, вилочкой, вы скажете опять, деревня. Шановні, это нечто. Ставим лайки, подобайки. Шмякаем на колокольчик. Хай всем счастливо.